Привет, друзья! Вы на канале Яхты на колесах, меня зовут Антон, а у нас сегодня обзор интересного семейного прицепа Adria Altea 542 PK. В целом, прицеп Dacia Altea я бы сравнил по своей философии, если вот сравнить с автодомами, то, например, с Adria Coral, потому что это уже такой средний класс в плане вот цены, качества отделки и всех элементов. Но при этом этот прицеп рассчитан на 6 спальных мест, хотя я, в принципе, здесь насчитываю даже 7, плюс-минус. Сейчас будем разбираться. Это, соответственно, столовая группа. Как видите, здесь все еще в пленке. Прицеп абсолютно новый, только приехал из Словении. Стол опускается, и таким образом, обеспечивается ровная поверхность. Вот эти подушки кладутся посередине, и получается единая ровная поверхность. Также здесь раздвигаются вот такие еще части, благодаря которым можно увеличить спальное место в проход и добавить дополнительные вот эти подушки, с помощью которых мы получим еще более широкое пространство. То есть здесь у нас двуспальная кровать. Почему я сказал в начале, что этот прицеп такой семейный? Потому что вот это я бы назвал именно родительской спальней, потому что она отгораживается вот такой отдельной шторой. И то есть здесь есть такая, можно сказать, небольшая комната благодаря вот этому вырезу, вот этому углу. Здесь у нас что? Здесь у нас линейка 2021 года. Отмечаю, новые трековые светильники установлены. Ну и вообще по всему прицепу мы увидим новые треки, которые мы с вами видели на дилерской конференции в Словении. Также здесь есть вывод под антенну телевизора, то есть можно на вот эту стенку здесь расположить телевизор и разворачивать его вот, например, в сторону столовой группы или в сторону спальни. И также здесь, соответственно, у нас есть регулировка печкой именно из этой комнаты. Печка Трума работает от газа и от электричества. Под кроватью, разумеется, у нас по классике, по традиции расположилось достаточно большое место для хранения вещей, но, напоминаю, важно правильно распределять груз тяжелый во время пути, чтобы у вас не было разбалансировки прицепа, то есть не было дисбаланса, поэтому сюда перегружать не стоит, а вот именно когда вы уже остановились, живете, здесь отлично можно положить много вещей, и, конечно же, есть двери, доступ с улицы в это пространство. Остальные спальные места у нас расположились в задней части прицепа, это вот такая трехъярусная кровать. Теперь, то есть, считаем спальные места. 2 спальных места у нас получается из столовой группы, 2 спальных места в задней части, и получается 3 здесь. 2, 2, 3 это 7. Но заявлено здесь 6, то есть, видимо, в столовой группе рассчитано, что спит один человек. Ну, то есть, это уже как вы будете использовать. С другой стороны, эти кровати все-таки скорее детские, то есть, здесь нагрузка до 70 килограмм, не больше. А нижняя кровать вообще достаточно такая условная, странная история, не то чтобы там сильно комфортно спать. Поэтому, конечно, меньшим количеством здесь будет комфортно. Но, тем не менее, эта вся история тоже закрывается вот такой шторкой, то есть, на этих кроватях должно быть достаточно уютно. Такие купешечки у нас получаются. Также на кроватях в задней части есть розетка USB на 2 USB. И, что немаловажно, опять же, вот эти трековые новые светильнички, сами треки, на которые также можно добавить USB, расположены на верхней и на второй, на средней кровати. Внизу, к сожалению, светильничков я не вижу, но вот я поэтому сказал, такая кровать запасная, так скажем. Но, тем не менее, там все равно есть окошко, то есть на каждую кровать есть свое отдельное окно. Можно открыть вентиляцию, москитные сеточки, вся вот эта история. Около кровати расположилась вот такая панель. Это тоже новинка 2021 года. У нас вообще в этом году много всяких интеграций появилось у Adria вместе с IKEA, то есть я вам показывал в прошлых обзорах такую систему хранения с такими черными ящиками, которые ставятся внутри и в багажник, а это вот такая панель, на которой можно расположить небольшие лоточки, полочки. Все это вы можете найти, вот есть здесь даже указана серия IKEA, это можно найти в наших магазинах IKEA и много что еще сюда на это крепится. Например, вот здесь нам в ящик уже положили дополнительные крючки и резинки, которые также, могут взаимодействовать с этой панелью. И это классно, удобно, то есть это вы можете адаптировать так, как нужно именно вам.
Также у самой Adria появились вот эти вот тоже дополнительные такие треки, модули, на которые ставятся крючочки или вот такие лоточки. А в каком-то из прицепов на конференции мы видели, пишите в комментариях, кстати, на каком, если внимательно смотрите наши обзоры, туда ставились еще такие фетровые лоточки именно в гостиной группе. Таким образом, мы попали на кухню. На кухне у нас все плюс-минус стандартно, то есть единый вот этот модуль от Dometic, плита на 3 огня с электроподжигом. Здесь же мы можем включить подогрев воды, соответственно, розетка 220 вольт и включение-отключение света по всему прицепу. Сюда есть вставная часть, дощечка, где-то она, вот она в ящике лежит, с помощью которой мы можем расширить рабочую поверхность и, например, перекрыть мойку, и также использовать ее как разделочную доску. На фасады хочу обратить внимание, то есть дизайн у нас тоже весь 2021 года, то есть нигде нет никаких ручечек, вернее они есть, но они скрыты за фасадом вот с этой стороны. И таким образом мы, когда берем, за нее тянем за специальную педальку и все. А внешне выглядит все аккуратно и монолитно. Также, кстати, вот здесь лежит еще такая конструкция, тоже позволяет увеличивать рабочую поверхность, то есть мы можем ей закрыть вот это стекло, и у нас здесь получается вот такой лоточек. Как бы и стекло неповредимое, плюс здесь у нас есть определенные углубления. По ящикам все в целом стандартно, обыкновенные ящики, все ручки, кстати, вот тоже новые, системы самозапирания, все ящики у нас с доводчиками. Ящиков всего 4, наклеек, стикеров нет, но думаю максимальная нагрузка на не более 15 килограмм. И нижние 2 это просто вот такие дверки, которые мы открываем и можем там также что-то хранить. Чуть ранее я сказал, что этот прицеп идет выше классом, чем там какой-то эконом, то есть это такой средний класс. И вот начинается аргументация, почему. Ну, например, у нас вот здесь установлена уже с завода микроволновая печь горения. Конечно, микроволновку мы можем поставить всегда, но когда она стоит с завода, это классно, потому что тут вся ниша подогнана под все габариты, все зафиксировано крепко и в дороге никуда не уедет, ничего не сломается. То есть микроволновая печь предназначена. Также уже с завода установлен кондиционер. Вот он на потолке у нас есть. Соответственно, в летнее время нам будет находиться здесь гораздо комфортнее. Далее что у нас? Холодильник Тедфорд. Раздельно у нас холодильная и морозильная камера. Холодильник работает универсально, вот 220-12 вольт газ. Далее по борту у нас гардероб. Такой достаточно стандартный для прицепов. Просторный, высокий, палка есть, внизу расположена печь, о которой я сказал ранее. Но это не единственный гардероб. В задней части, рядом с кроватями, я вам забыл сразу показать, а может быть сохранил специально, но потом, есть еще один небольшой гардероб при входе. Назвать его прям полноценным каким-то шкафом сложно, но тем не менее рубашечки, пару костюмов туда аккуратно смогут разместиться, потому что высота нормальная, и даже внизу есть полочки, в которые отлично разместятся тапочки, еще какая-то такая история при входе. Ну или это может быть дополнительный детский шкаф, чтобы как раз-таки какую-то там курточку повесить. Душ и туалет объединены в один модуль, и как бы они вроде как компактные, но при этом, как и в той же Авиве, здесь достаточно просторно в плане, то есть не испытываешь какого-то дискомфорта. Интересное решение в плане раковины, то есть вот эта огромная зеркальная панель, и раковина у нас раскладывается из нее и занимает полностью пространство над туалетом. Туалет Тедфорд с электросмывом. Выше тоже за зеркальными панелями спрятался шкафчик, в который можно разместить все необходимые принадлежности. И, конечно же, есть шторка, которую можно установить на специальной полосе, точнее, нужно установить, чтобы когда вы будете мыться, не пачкать, не мочить остальные все фасады. Душ стандартный, сейчас встречается много где, именно такой в Adria, вот такой цилиндрической формы. Не знаю, достаточно, наверное, удобный, он и компактный, и каких-то конкретных претензий к нему, честно говоря, не имею. Наверху интересная штука сделали, то есть есть палочки, чтобы сушить полотенце, еще что-то. Часто их на самом деле нет, и раньше, я помню, они встречались гораздо реже. Снаружи у нас, вот это как раз двери, о которой я сказал, то есть здесь мы можем получить доступ под кровать, это такое вот багажное отделение. Далее есть еще одно место для хранения всего и всея, и, соответственно, здесь же у нас располагаются обычно газовые баллоны. Да, здесь у нас располагаются 2 газовых баллона по 11 килограмм. Также здесь запасное колесо и специальный вороток, которым мы опускаем ноги. Это пространство холодное и вентилируется в случае утечки газа, чтобы у нас не было проблем. Прицепное устройство Alco и система пассивных тормозов также Alco, как и вся рама. Что еще интересного можно сказать? Этот прицеп весит 1 700 тонн.
что на самом деле немаловажно, потому что если ваш тягач будет в диапазоне тоже 1700-1800 килограмм, то получится, что вы можете тащить весь этот автопоезд без категории дополнительной Е, то есть у вас уложится в 3,5 тонны. На самом деле такие машины есть, это, например, какая-нибудь Suzuki Grand Vitara, то есть вот такие, наверное, Hyundai Creta, может быть, то есть вот такие компакт-кроссоверы как раз подойдут для того, чтобы вести этот прицеп, а вам не открывать дополнительную категорию. Стоит этот прицеп около 2,8 миллиона рублей, но точную цену смотрите по ссылке в описании, потому что цена может меняться, меняется курс и так далее. Вообще, любые вопросы, которые у вас остались, пишите также в комментариях к этому ролику или переходите по ссылочкам, которые мы оставляем в описании. Это канал Яхты на колесах, меня зовут Антон, до новых встреч, пока!